Продолжаем курс изучения болгарского языка и напоминаем, что теорию видеокурса вы сможете закрепить на практике с помощью упражнений, значительная часть которых находится на нашем сайте в открытом доступе. Желающие пройти более интенсивное обучение смогут приобрести полный курс упражнений, а также дополнить его занятиями по скайпу с нашими опытными преподавателями, носителями языка. Указательные местоимения. Попробуем кратко резюмировать все, что прозвучало до этого. Для предметов, которые находятся тук, то есть здесь, действует следующее указательное местоимение. Мужской род този. Искаш ли този плик? Хочешь ли этот конверт? Женский род тази. Искаш ли тази пола? Хочешь ли эту юбку? Средний род това. Искаш ли това сако? Хочешь ли этот жакет или пиджак? И для множественного числа тези. Искаш ли тези молеви? Хочешь ли эти карандаши? Для предметов, которые находятся не тук, а там, не здесь, а там, действует следующее указательное местоимение. Мужской род онзи. Искаш ли онзи плик? Хочешь ли тот конверт? Женский род онази. Искаш ли онази пола? Хочешь ли ту юбку? Средний род онова. Искаш ли онова сако? Хочешь ли тот пиджак? Множественное число онези. Искаш ли онези молеви? Хочешь ли те карандаши? Имя существительное. Количественная форма. Мы уже знаем, как выглядят существительные в единственном числе, по крайней мере, несколько существительных, которые нам знакомы. Мы также знаем их множественную форму, а вот как будут выглядеть эти существительные, если объектов не один или много, а несколько, скажем, два? Ответ на этот вопрос дает правило образования количественной формы или бройна форма существительных. Рассмотрим варианты. Слова с одним слогом. Плик, пликове, бройна форма, плика. Слова с двумя и более слогами, не попавшие под исключение. Молев, молеви, молева. Слова, заканчивающиеся на ыр. Метр, метри, бройная форма, метра. Слова, заканчивающиеся на ец. Прозорец, прозорцы, прозореца. Также не прозорца, а прозореца. И последнее троллей, троллеи, троллея. Таким образом, можно вывести зависимость. Бройная форма получается из формы единственного числа путем добавления буквы «а» в конец слова, за исключением слов, которые заканчиваются на «и» краткое. «И» краткое меняется на «я». Что касается исключений при образовании множественного, то они так и будут исключениями для бройной формы. И еще обратите внимание, что 2 у нас стало двама. Это делается в том случае, если речь идет о людях мужского пола. Следует также отметить, что если речь идет о людях, то количественная форма будет равна множественной. Поэтому, если мы говорим о двух людях, то мы скажем «двама студенти» или «двама приятели». Бройная форма для существительных женского рода. Естественно, единственное число будет «една», 2 будет уже «две». В принципе, как и по-русски. И так же, как с образованием множественного, здесь попроще и с бройной формой. Множественная форма – это и бройная форма одновременно. Бройная форма для среднего рода. Обратите внимание, что 2 здесь будет «две», а не 2, как в русском. И так же, как для женского рода, количественная форма тождественна множественной форме. Наше очередное занятие подошло к концу. Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео и закрепляйте знания с помощью упражнений на нашем сайте strangeschool.com. До встречи на новых занятиях. Успешен день! До widzenia!